Турецкий шоу-бизнес – это не только яркие улыбки и блестящие платья на премиях. За фасадом идеальных снимков и безупречных интервью скрываются отношения, которые общество буквально разбирает по кусочкам. Каждое движение звезды, под прицелом камер, каждое слово – повод для пересудов. Но есть пары, чьи браки вызывают особенно бурные реакции. Их не обвиняют в преступлениях и не уличают в двойной жизни, просто фанаты уверены – они не пара. Не из-за злобы, а из-за того, что людям трудно принять, что любовь не обязана вписываться в идеальные рамки. Сегодня мы вспомним именно таких актеров и актрис, тех, кто осмелился любить наперекор мнению толпы. Барыш Ардуч и Гупсе Азай. История этой пары началась так же, как в хорошей романтической комедии, случайно, на съемочной площадке фильма, где смех и искренность часто переплетаются с чувствами. В 2014 году Барыш и Гупсе встретились на съемках картины «Дилиха». Он – новый восходящий актер, завораживающий улыбкой и невероятным шармом. Она – уверенная в себе актриса, сценарист и режиссер, которая умела не только смеяться, но и заставить смеяться всю Турцию. Они не искали любви, но судьба словно подбросила сценарий, который позже напишет сама жизнь. Поначалу поклонники восприняли их роман как шутку. Казалось, что слишком уж разные эти двое. Он – воплощение классической красоты и мужской элегантности. Она – харизматичная, нестандартная, с особым чувством юмора, далекая от привычных гламурных образов, которыми турецкая публика привыкла мерить актрис. Но именно в этом и был секрет их связи. Они нашли друг в друге не идеальную картинку, а комфорт, уважение и смех, который не нуждается в фильтрах. Когда в 2020 году они поженились, интернет буквально взорвался. Тысячи комментариев под фотографиями свадьбы были пропитаны злобой, будто люди забыли, что за экраном живут настоящие чувства. Гупсе называли некрасивой, неподходящей, незвездной. Фанаты Барыша твердили, что он достоин кого-то на уровне моделей, актрис, но не женщины, которая позволяла себе быть естественной. Эти слова не тронули ее. Гупсе просто улыбалась, ведь она знала, рядом с ней человек, который выбрал не внешность, а душу. Барыш ни разу не позволил никому унизить свою жену. Он не устраивал громких заявлений, просто жил спокойно, любил и защищал ту, кого выбрал сердцем. Когда у них родилась дочь, хейтеры вновь попытались обесценить этот союз, придумывая нелепые слухи о показном браке. Но Барыш ответил на все одним снимком. Он держал жену за руку и тихо подписал под фото «Мой дом». Прошло уже больше 10 лет с момента их знакомства, а они по-прежнему вместе. Без громких шоу, без фальши, без попыток понравиться кому-то. Они – доказательство того, что настоящая любовь не требует доказательств, даже если весь мир шепчет, что вы не пара. Бирджи Акалай и Хакан Курташ. Когда они впервые появились вместе на публике, публика замерла. Не от восторга, а от удивления. Бирджи Акалай – женщина с богатой историей, с глазами, в которых читаются и боль, и сила. За ее плечами 2 брака, несколько громких романов и годы, когда она шла вперед, несмотря на сплетни. Хакан Курташ – актер, чей взгляд свеж, карьера в расцвете, лицо без следов усталости от жизни. Казалось, они слишком разные, чтобы совпасть. Но, как это часто бывает, именно такие люди находят друг друга, когда уже перестали искать. Их роман стал известен в феврале прошлого года, когда турецкие СМИ опубликовали первые фото пары. Все выглядело естественно. 2 взрослых людей, без показной романтики, просто наслаждающихся временем вместе. Но уже через несколько дней под этими снимками начались комментарии, в которых люди решали за них, кто кому не подходит. Бирджи обвиняли в том, что снова выбрала не того.
Ее называли женщиной, которая не умеет строить семью. Хакану же писали, что он молод и наивен, и, возможно, однажды просто уйдет. Хейтеры снова пытались разыграть старую карту – возраст и прошлое. Мол, она старше на 4 года, у нее слишком сильный характер, а он – человек мягкий, артистичный, свежий. Но в ответ Бирджи только улыбалась. В одном из интервью она сказала коротко: «Мы оба взрослые. Мы не ищем идеала. Мы просто счастливы». И действительно, счастье этой пары не кричащее, не выставленное на показ. Это теплые прогулки, совместные фото без макияжа и вечерние беседы в кафе, куда они приходят без охраны. Они не доказывают миру, что подходят друг другу, просто живут, будто критики не существует. Хакан называет Бирджи человеком, с которым ему спокойно. А она говорит о нем как о мужчине, который не боится рядом сильной женщины. Может, именно поэтому их союз раздражает, ведь он разрушает привычный шаблон, где женщина должна быть моложе, тише, скромнее. Сегодня они вместе, и, похоже, все только начинается. А слова фанатов, они давно утонули в тишине, где Бирджи и Хакан просто живут своей историей, которую никто, кроме них, не должен понимать. Кыванч Татлытук и Башак Дизер. Он – мужчина, которого миллионы называют идеалом. Высокий, с холодной харизмой и глазами, в которых будто живет море. Кыванч Татлытук – символ турецкого кинематографа, лицо, которое ассоциируется с роскошью, успехом и силой. А она, Башак Дизер, известный стилист, женщина старше мужа на несколько лет, умная, спокойная и уверенная в себе. Когда они поженились в 2016 году, казалось, что Турция поделилась надвое, на тех, кто радовался их любви, и тех, кто был уверен, они не пара. Фанаты Кыванча не могли принять тот факт, что он выбрал не актрису, не модель, не звезду уровня, а женщину, которая не гонится за вниманием. Башак не блистала в ток-шоу, не делала громких заявлений и не стремилась в центр внимания. Для поклонников актера это было почти вызовом. Разница в возрасте стала темой для бесконечных насмешек. Говорили, будто он женился не по любви, а из жалости. Когда через несколько лет после свадьбы у пары появился сын, хейтеры и тогда не остановились. Появились слухи, что ребенка родила суррогатная мать, а беременность Башак была постановкой. Но если кто-то ожидал громких ответов, их не последовало. Кыванч просто закрыл двери своего дома от посторонних глаз. Он стал реже давать интервью и почти перестал появляться на светских мероприятиях. Фанаты интерпретировали это по-своему, мол, жена контролирует актера, держит его подальше от публики. Но близкие друзья пары говорили другое. Именно с Башак он впервые почувствовал настоящую тишину, ту, где можно быть собой, а не чужой мечтой. В редких интервью Кыванч всегда произносит ее имя с особым уважением. Он не строит из себя романтического героя, просто говорит: «Башак, мой дом, мой покой». И в этих словах нет показного пафоса. В них взрослое чувство, которое не нужно фотографировать, чтобы доказать. Прошло почти 10 лет, а они по-прежнему вместе. Иногда появляются на красной дорожке, держась за руки, не обращая внимания на вспышки. Возможно, именно поэтому публика так их и не поняла, ведь любовь, не требующая доказательств, всегда вызывает раздражение у тех, кто ищет сказку. Неслихан Атагюль и Кадир Дагулу. С самого начала их история напоминала красивую киновселенную, страстную, чувственную, наполненную взаимным доверием. Они встретились на съемках сериала «Два лица Стамбула», где между героями зародилось чувство, перешедшее за пределы сценария. На экране это была история любви, а за кадром
начало одной из самых обсуждаемых пар в Турции. Когда они поженились в 2016 году, публика приветствовала союз аплодисментами. Молодые, красивые, талантливые. Казалось, что эта пара создана для того, чтобы стать примером настоящих чувств в мире шоу-бизнеса. Но со временем идеальная картинка начала трещать под давлением сплетен, догадок и злости. Чем больше они старались хранить личное, тем сильнее общество пыталось заглянуть за занавес. Фанаты стали замечать странности. То Кадир появляется на публике без жены, то на страницах в соцсетях все меньше совместных фото. И вот, заголовки в турецких таблоидах: «Разлад в семье», «Кадир изменяет», «Неслихан страдает молча». Казалось, что каждая улыбка пары уже повод для сомнений. Особенно много споров вызвал слух о том, что Кадир связан с мистическим суфийским орденом Бекташи и якобы вовлек туда и жену. Эта тема стала топливом для сотен публикаций и комментариев. Неслихан обвиняли в наивности, в подчинении, в том, что потеряла себя ради мужа. Он же в манипуляции и контроле. Но в ответ на все эти обвинения актриса лишь однажды сказала: «Люди видят только картинку. Они не знают, сколько доверия и тепла живет за закрытой дверью». Фанаты до сих пор разделены. Одни видят в них сильную, испытанную временем пару, другие уверены, что их союз держится лишь на привычке. Но несмотря на давление, они все еще вместе. Редко появляются на публике, избегают интервью, словно защищают свой дом от мира. И, может быть, именно в этой тишине и есть их способ любить. Не на показ, не для камеры, а просто для двоих. Фахрие Эвджен и Бурак Озчивит. Если бы кто-то захотел описать идеальную пару из турецких сериалов, это были бы они. Фахрие Эвджен и Бурак Озчивит. Двое, чья внешность словно создана для кино, чьи взгляды на красной дорожке заставляли фанатов замирать от восторга. Когда они поженились в 2017 году, казалось, что сама Турция празднует этот союз. Красивая свадьба, тысячи фото, миллионы сердечек в соцсетях. Но идеальные картинки редко выдерживают давление реальности. Поначалу все выглядело как воплощение сказки. Бурак – символ мужественности, спокойствия и силы. Фахрие – воплощение грации, интеллекта и зрелой женственности. Они вместе сияли на мероприятиях, работали над проектами, строили дом, создавали семью. А потом, как это часто бывает, публика решила, что знает лучше, что происходит между ними. Слухи начали множиться. Говорили, будто Бурак стал слишком занят работой, что между ними появился холод. Некоторые фанаты уверяли, что Фахрие ревнива, другие, что Бурак стал отдаляться. Кто-то писал, что они слишком разные. Она сдержанная и осторожная, он амбициозный и вспыльчивый. А третьи вообще утверждали, что их союз держится только ради детей. Но за всем этим шумом они просто жили. Появлялись вместе на светских мероприятиях, брали сыновей за руки и улыбались так, будто вокруг нет ни одного слуха. Фахрие говорила в одном из интервью: «Любовь – это не то, что видят люди, а то, что чувствуем мы». И эти слова точно описывают их путь. Их отношения не громкие, не демонстративные. Они не выставляют каждую деталь личной жизни на показ, не оправдываются и не комментируют сплетни. Им не нужно ничего доказывать, они уже доказали, что любовь живет не на экране, а в сердце. Сегодня Фахрие и Бурак растят двоих сыновей и все так же держатся за руки, как в день свадьбы. И, возможно, именно в этом секрет их силы – быть вместе, несмотря на то, что кто-то снова и снова шепчет «они не пара». Озджан Денис и Самар Дадгар. Он – мужчина, которого Турция знает давно.
Актер, певец, режиссер, человек, прошедший путь от бедного юноши до одной из самых влиятельных фигур турецкого шоу-бизнеса. Özcan Deniz всегда умел быть в центре внимания. Но ни один его проект не вызвал столько разговоров, сколько его личная жизнь. Когда стало известно, что Özcan женился на Самар Дадгар, девушке, младше его почти на 22 года, общественность буквально взорвалась. Поклонники не поверили в искренность этого брака. Одни говорили, что это попытка актера омолодить себя, другие, что Самар вышла замуж из-за статуса и денег. СМИ добавляли масло в огонь, обсуждая их разницу в возрасте, стиль общения и даже отношение к семье актера. Особенно бурные споры начались после сообщений, что мать Özcan'a не приняла невестку. Ходили слухи, будто он поссорился с семьей из-за своего выбора. Фанаты разделились на два лагеря. Одни защищали актера, считая, что любовь не измеряется годами, другие уверяли, что этот союз обречен. Сам Özcan, как всегда, выбрал молчание. Он не отвечает на слухи, не оправдывается и не доказывает ничего публике. Самар тоже не ищет оправданий. Она ведет себя спокойно, сдержанно, появляется рядом с мужем на мероприятиях и улыбается, без демонстрации, без фальши. Кажется, что они вдвоем против целого мира, где каждый уверен, что знает их лучше, чем они сами. Их брак стал своеобразным испытанием для обоих, на прочность, на зрелость, на способность идти вперед, не оглядываясь. Пока публика спорит, настоящая жизнь продолжается. И, возможно, именно в этом и есть их правда. Не всем парам нужно быть понятными, чтобы быть счастливыми.